Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и играет General The Hour. Карта Stonehenge. На верхней позиции Big Size, генерал Гладжа Зис, подрывная армия. На нижней позиции Экскал, лазерный генерал США Тоунс. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Ну а поддержать выход новых видео донатом вы можете по ссылкам в описании. И выражаю огромную благодарность всех за вашу поддержку. Игра была сыграна аж в 2021 году, дорогие друзья. Size и Экскал яркие представители в мире Generals. The Hour Экскал имеет 4 победы на мировой серии, Size же имеет 3 победы, но это не мешает ему оставаться среди лучших игроков мира. Да, возможно, Size уже не так силен, как был ранее, но нельзя списывать со счетов большого викинга. Экскал же всегда в хорошей форме, прогрессирует, а потому бои с ним, но не бывают легкими. Думаю, этот поединок будет не исключением. Ну что ж, дроп рейнджера от Экскала под вышку. Карта Stonehenge уже очень давно, мне кажется, не пользуется популярностью, но карта очень ресурсная, достаточно такая цветастая, что ли, рельефная. Ну, в общем, интересная в целом. Дроп дозера был от Экскала, хотел рабочего передавить, да не вышло. Сайза все-таки прокатывает здесь нора на центре, и ракетчиков можно рассаживать по бункерам. Еще один рейнджер подходит от нижнего бойца, и я так полагаю, что Экскал делает ставку на захват вышек. И третья вышка также под контролем Экскала, видимо, в скором времени будет, если Сайз, конечно, не предпримет каких-нибудь попыток по отмене этих действий. Ну и дозер катается, пытается отменить рабочих. Ну вот приехала техничка и минус рейнджер. И вот техничка смещается, кстати, направо, под следующую вышку. Успеет ли Экскал сделать захват? И успевает. Экономический буст на 1000 баксов получил. И сразу же подрыв от Джазиза и минус вышка. И, кстати, остался один подрывник, которым можно отменить бульдозер. Ну и минус рабочий центр под контролем Гла. Слева позиция также от Бигсайза имеется. И рабочий побежал вперед. Техничка. Посмотрим, пустая ли она. Нет, там есть и ракетчики. И сейчас будет отмена Хаммера, по всей видимости. Здорово, но если техничка доберется, но она не добирается, к сожалению, до ракетчиков. Но минус один-то был, вот второй остался. Но там 3 против 1. Я думаю, что здесь Сайз справится и может даже и пробить по чинукам справа. Вышка также под контролем Экскала и захватывается арт-платформа. Еще 2 технички прикатили, но там Хаммер от Экскала, который будет отменять рабочего, чтобы тут еще одну норку здесь на левом фланге Экскал-то не построил. Пробивается ресурсный центр. Тем временем, мне кажется, надо перенаводиться. Если Хаммер подъедет еще ближе, он может пробить здесь по ракетчикам. Этого Сайзу совершенно не нужно сейчас. И Сайз, кстати, не предпринимает пока никаких попыток захвата. Он, в принципе, и так справляется. Он отменил вышку, он отменил сапплай, подорвал здесь. И, кстати, без продажи командного центра работает Экскал. Собрал, в принципе, уже здесь 4 Хаммера. Уничтожаются рейнджеры, я так полагаю. Но Сайз чуть не стреляет по ним совершенно. Может сейчас просто технички прокалить здесь эти рейнджеры, только как бы не потерял бы их потом. Минус электростанция. Очень больно Экскалу со старта. Рейнджеров нужно бить, лазерлоки на техничке. Нужно быстрее работать. Минус течь есть. Хаммеры нагруженные ракетчиками работают также по юнитам Бигсайза. Минус еще одна техничка. И последних ракетчиков только остается закрыть. Но Хаммеры теряют Экскал один за другим. Много. 3 Хаммера было потеряно. Но атака была от Сайза, конечно, очень мощная. Он и подорвал вышку. И здесь, кстати, вышка Экскалом пока еще не под контролем. Он хотел, до рейнджера, видимо, уводил куда-то. Но тут квад. Тут квад от Сайза. И здесь вышку не получилось захватить. И справа норка очень хорошая. И слева норка также есть. И рабочий бежит достраивать. Еще одну. Чинук налево летает, добывает. Справа сопла есть. Военный завод имеется. Казарма есть. Работаем дальше. Хаммер поехал налево отменять рабочего. Ну а здесь вышку бьет квад. Фаербейс пытается пробивать по рабочим. И даже удачно, между прочим. Добывать Сайзу здесь будет как бы тяжелее уже. Ставится вновь второй ресурсный. И отмена каркаса на Экскал, в принципе, справился со всеми этими трудностями в какой-то степени, да, хотя с большими потерями. Но пока остался вот на базе. Сапплай
восстановил, в принципе, и спамит новую армию. Что же касаемо Сайза, так он выходит в еще один ресурсный центр, пока не предпринимает попытки захвата вышек, пробивает зато вышку Экскалу. Ну и справа здесь позиции также у него есть, он пытается подойти к Хаммерам, даже пробил здесь один довольно неплохо, но дальше дело не двинулось. Экскал отступает, Сайз возвращается обратно в нору. Что же касаемо базы, спамится подрыв, 2 саплая, военный завод и казарма. Стоят, выходит еще один квад, и нужно ждать техничку, я так полагаю. Саплай готов, вставляется еще больше позиций. Квады смещаются правее, и, я так полагаю, это под саплай. Но там уже 4 хаммера плюс медичка имеются, поэтому есть чем защититься от этой мини-армии квадов. И один из них даже сейчас будет Сайза потерян, это факт. Медичку надо подводить поближе, чтобы, если что, она уже начинала чинить самые камеры. Ракетчики здесь. Еще один хаммер появляется. Техничка пошла вперед. Неужели Сайз хочет подорвать эту пачку? Я думаю, что не получится это сделать. Техничка уходит. Нужно ее починить. Но зато квад классный слева зашел, который пробивает чинуки. И -1. -1 есть, ставится Firebase. Экскал работает на оборону сейчас. И квад, по всей видимости, сейчас будет уничтожен. Чинук, правда, пробил наполовину, чинить его пока негде. Ну, окей, и так пока, в принципе, полетает. Техничка зато заезжает справа, и будет подрыв электростанции вместе с саплаем, я так полагаю. Да, -2 здания, здорово. Очень крутой подрыв, на самом деле. Так еще и рейнджеров здесь Сайз пробьет, и уже набирает 2-й ранг. Еще одна норка ставится, по крайней мере, ее каркас. Много ракетчиков в здании, пробивают здесь по дронам. Хаммеры идут вперед, есть квады, есть ракетчики, и сейчас могут быть потери Экскала. Он отступает, ракетчики в домик садятся, плюс еще и стингер здесь работает. Тяжело. Тяжело лазернику на самом деле. Разожрался сильно довольно Сайз. Вновь отстраивается электростанция, и военный завод, слава богу, на месте. Нужно саплай восстанавливать. Правда, придется на это пока еще копить деньги. И хаммеры 2 штуки справа. Работает по норке. Выходят ракетчики, есть квад. Объединяется в общую армию Экскал. И сейчас будет закрывать эту позиционку. Норка минус. Выходят квады. На мой взгляд, зря они вышли. Просто сейчас потеря. Хотя и потеря медички была, и потеря ракетчиков. Но это не так сильно, мне кажется, сейчас ударило по армии Экскала. Он закрывает 2-ю позицию и следом закроет 3-ю. Можно, в принципе, выходить и в 3-й ресурсный. И, кстати, вышка была справа уничтожена. Ставка как таковая, может быть, и в какой-то степени и сыграла у Экскала на захват. Ведь он 2 вышки все-таки взял. Какое-то время они на него поработали. Но Гла это вообще, мне кажется, никак не помешало. Он периодически приезжает, подрывает лазерника, расставляет свои позиции, выходит в саплай один за другим, но пока не захватывает вышки. Минус хаммер. Подходит сюда к домику Экскал и теряет на нем 2 хаммера. Это многовато, на мой взгляд. Подходит к позициям. Пробивается норка, там квады слева поджимают, надо отходить, на мой взгляд. И Экскал, в принципе, этим и занимается. Потихоньку здесь по квадам поддает. Клавиша S тут работает довольно хорошо. И идет дальше. Нужно не дать ракетчикам сесть в этот домик. Но Экскал это делает куда быстрее. Садит своего ракетчика. Пробивает еще одну позицию. Ну а на пути саплай всего лишь 1 нора. Очень здорово. Хорошая, очень сильная армия, на самом деле. Что же касаемо Сайза, он готовит очередной подрыв. И у него практически уже готов дворец. Экскал есть 2 саплая, ставятся Firebase справа, слева также имеется Firebase. Ну и спам ракетчиков, спам хаммеров, саплай под снос и минус подрывник. Много квадов, не знаю, будет ли Экскал как-то пытаться с ними сражаться. Нет, он идет просто дальше. Он идет уже на базу к Сайзу. Тем временем уже есть 3-й ранг у нижнего бойца, и двойная А10 бьет в новоиспеченный дворец, минус норка, и через хаммеры сейчас уничтожается этот самый дворец. На пути квады, и по одному сейчас потихоньку Экскал будет выцеплять. Строится командный центр. С Сайзом у него также есть уже 3-й ранг, а значит есть кэш-баунти, и за каждого убитого юнита он будет получать деньги. На пути казарма и саплай Экскал немножко отступает здесь, много позиций, плюс квады, не рискует. И уничтожает тем временем саплай, но Экскалы подорвали саплай также и практически забрали электростанцию. Минус ресурсный центр Гла. И минус тем временем казарма. Застраивается Сайз. И пошел своими юнитами, я так понимаю, просто размениваться базами, что ли? Там квады плюс ракетчики идут вперед под Firebase.
Экскал громит тем временем Сайза, и вполне вероятно, что просто сейчас будет меняться базами. Минус еще одна нора. Пробивается саплай, но правда тут уже и нечего добывать. Есть, ну в принципе здесь позиция, можно рабочих сюда перевести, здесь отстраиваться. Пробивается практически уже военный завод, ну и Сайз на месте не стоит, он добил электростанцию, убил Фаербейс, бьет казарму, на пути командный центр, и Экскалу как бы сейчас тяжеловато, у него проблемы. У него проблема, армия у него далеко, она в другом конце карты. Закрывается еще одна позиция, пробивается еще одна норка, на пути следующая. Тут тем временем еще квадроракетчики добавляются, рабочий также бежит вперед и бьется командный центр. У Экскала хоть и 4-й ранг, но у него нет КЦ, соответственно он не может запускать повышение, и выходят лазерные танки на помощь. Ракетчиков нет, как бы лазер-танки, в принципе, еще могут как-то ситуацию попробовать изменить. Плюс хаммеры там идут впереди. Еще один саплай сейчас будут уничтожать. Но тут много позиций. Как бы вырваться сейчас Экскалу, прийти к себе на базу и попробовать спасти ситуацию. Перестраивается командный центр. Лазер-танки работают, но квады, в принципе, справляются с лазер-танками. Минус 2-й, 3-й выходит. Но я так полагаю, что и 3-й сейчас пойдет под снос. Квады работают по чинукам. На пути дозер. И неужели сейчас дозер, причем это последний, сольется у Экскала, пробивается. Тем временем стингер позиция, хаммеры идут домой, успеть бы, ну и минус дозер. Минус дозер, минус военный завод, саплай бьется, чинуки срезаются, печально. Очень печальная ситуация сейчас у Экскала, он еще и хаммер здесь потерял, когда пытался подойти обратно к себе на базу. Минус саплай. Еще один бьет, надо бить энергию, Сайз. Сайз также, в принципе, перестраивается. Сколько у него? Раз каркас здания, 2, это казарма, саплай есть, и вот военный завод, по сути. Ну вот еще казарма, 5 зданий. 5 зданий, и сейчас вот эта армия закроется, в принципе, Сайзу, и успеет ли он отспамиться? Здесь как бы 3 вычкованных хаммера, плюс медичка, и бьется каркас последнего здания, и это командный центр. Чинук срезается, здесь есть пилот, можно его в камер посадить, сделать его трехлучковым, есть ракетчики, ну и также и здесь есть пехотинцы, кстати, которые тут с бункером сражаются. Застраивается Сайз, и это последняя армия Экскала. И он пошел в атаку. Он пошел в атаку, ему больше, в принципе, ничего не остается. У него, кстати, есть рейнджеры, которыми он захватывает Firebase. Захватывает арт-платформу. Хаммеры пошли вперед. На пути нора. Там есть техничка, но она одна. И, может быть, будет какой-нибудь подрыв. Но, в принципе, здесь спамятся ребеля, да. И можно пробовать захватывать вышки. Ракетчики также имеются, в принципе, в норах. Можно подзагрузить что-нибудь. Ну и спам. Да, спам подрывников идет сейчас во всем. Минус норка. Пробивается саплай. Раз, два, 3, 4 здания убить Сайзу, и все, игра закончена. Если Экскал это потащит, это будет просто чудо. Это будет просто какая-то бомба. Пробивается военный завод, Гла. Пробивается военный завод. Здесь рабочие спасаются бегством, а здесь тем временем идет техничка и захватывается еще и 2 вышки. Экскал пробивает еще одну позицию и высаживаются подрывники и... Ну, и минус. Каркас командного центра, и Сайз все-таки вырывает победу. Очень крутой валидольный матч на самом деле получился. Я в какой-то момент подумал, что сейчас просто Экскал своими последними хаммерами поедет, закроет последние там 2-3 здания, по-моему, оставалось у Сайза, и закончит просто игру с одним каркасом командного центра. Но Сайз успел вовремя отспамить подрыв и зарешать в этом поединке. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Алекс, играйте в генералы.